Приветствую вас на своем канале по изучению основ работы Primavera P6. Сегодня в видео расскажу, как создавать финансовый период. Запускаем Primavera, открываем любой проект. На верхней панели заходим в настройки, календари финансового периода. В открывшемся окне нажимаем «Добавить». Можно переименовать календарь финансового периода. Нажимаем «Изменить» и здесь можно ввести финансовый период пакетом или по одному. Минимальное значение для внесения пакетом, как вы видите, здесь составляет 1 неделю. Но многие организации вносят факт по дням. Для этого нажимаем кнопку «Добавить», в открывшемся окне вводим даты начала и окончания, и каждый последующий период добавляем через клавишу «Добавить». Название финансового периода можно менять. Давайте рассмотрим добавление финансового периода пакетом. Как видите, в окне дата окончания последнего периода появилась дата последнего периода нами созданного. Меняем дату завершения пакета. Смотрим, что дата начала пакета попадает на вторник, а дата окончания на понедельник. Нажимаем пакетное создание, в всплывшем окне нажимаем «Да». И Primavera создает нам финансовые периоды. Как видим, Primavera создала периоды согласно нашей настройке, чтобы недельный период заканчивался в воскресенье и начало разбиение с ближайшего понедельника. Нажимаем «Закрыть», и нам выходит окно с предупреждением, что финансовые периоды менее одной недели недопустимы. Не обращаем на это внимания, нажимаем «Ок», и все финансовые периоды созданы, даже дневные. В колонке по умолчанию можно поставить галочку напротив календаря, можно не ставить, не критично. Справа на панели нажимаем на кнопку «Используется с» и видим, что наш календарь не используется на наш проект, а используется стандарт. Для того, чтобы назначить данный календарь, закрываем это окно, заходим в проекты и в подвале настроек по вкладке «Общее» выбираем календарем финансового периода наш ФинПер. Primavera ругается, что невозможно назначить, так как проект открыт и не предоставляет нам выбора отменить операцию, сама закрывает и назначает этот календарь. Теперь расскажу, как сделать, чтобы эти финансовые периоды показывались, и туда можно было внести данные. Заходим на верхней панели во вкладку «Редактирование», «Настройки пользователя». В открывшемся окне выбираем «Приложение» и внизу в области колонки ставим галочку напротив «Загрузка данных финансового периода». Выбираем нам нужный диапазон и нажимаем «Закрыть». Теперь колонки с финансовым периодом можно показать во вкладке «Операции», «Ресурсы». Нажимаем правой кнопкой в нижнем окне ресурсов «Настроить колонки» и видим, что у нас появилась строчка «Значение по финансовому периоду», где у нас на каждый период есть количество и стоимость. Также мы можем добавить колонки с финансовыми периодами в окне назначения ресурсов. На этом видео о финансовых периодах я закончу. В следующем видео расскажу, как вносить факт по финансовым периодам вручную и с помощью Excel. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!